А ну лови колоду. Ну что ж, я сейчас вам покажу одну вещь. Это не Lamborghini, не Ferrari, не полет в космос и даже не $1 000 000, а кое-что покруче. Если вы до сих пор мучились дровами, так как я мучился с первым видео, готовьтесь, это навсегда изменит вашу жизнь. Это просто колода. Дело в том, что первые 30-40 машин, которые я расколол, я даже не замечал, насколько важна колода. Это даже важнее порой, чем сам инструмент и твоя физическая подготовка. Это для меня было открытием, я это понял только примерно на 3-й год колки дров. Я распилил и расколол целый лесовоз дров и оставил буквально 7-8 чурочек, чтобы снять для вас это видео и рассказать, насколько она важна. Начнем с самой классической колки дров на земле, когда мы разбиваем на пласты. Сразу скажу, что здесь важна техника безопасности. Таким колуном можно, в принципе, дубасить, с ним ничего не будет. Но когда мы бьем таким вот острым колунчиком, он может слететь с пенечка и полететь в голень. Это может быть очень болезненно, поэтому нужно широко расставлять ноги и вот таким образом бить. По краям сначала, аккуратненько. Здесь я показываю технику колки дров на земле. Можете посмотреть, как задействована поясница. Это неудобно. Что пластить, не очень удобно, что мельчить. Но когда мы на пласты бьем, на плашечки, как большую чурку я разбивал, тогда да, конечно, можно, потому что она большая. Поднимать на колоду сложновато. Поэтому это не для всех, достаточно сложно. Идем дальше. Здесь уже на самую лучшую колоду, которая только сейчас есть у меня в наличии, я закинул чурочку и разбиваю на пластины. Только посмотрите, как прекрасно ходит. Это Fiskars. Колка дров приятная. Вот так. Все на пластины разбил. Здесь еще добрал. В идеале нужно, чтобы идеальная колода была на 5-10 сантиметров выше вашего колена. Смотрите, как ровно ходит. Удар 90 градусов. Что мельчим, что бьем на плашечки, 90 градусов. Вот, немножечко такую боевую стойку и остановились, да, левая нога впереди, правая немножечко позади. Вот, я здесь немножко отошел назад, с другой стороны бью на пластины, чтобы чуть-чуть быть на возвышенности. Чуть-чуть буквально. Вот, мне так удобно. Но в принципе, вот это вот идеальная колода на 5-10 сантиметров выше колена, чтобы и закидывать чурку, ее бить на плахе, и чтобы мельчить. А это уже колка дров на 2 чурки составлены, потому что не всегда есть под рукой такая удобная колода. Вот. Неудобно то, что здесь маленький замах. И ты очень приходится тебе, чтобы сделать достаточную амплитуду, очень прямо размахиваться и бить. Имеет место ножи, когда мы много дров наколем, верхняя колодка начнет соскакивать. Надо будет постоянно откидывать дрова. Это неудобно, дрова начнут на нее заваливаться. В общем, это не самый удобный формат, вот, но имеет место быть. Ну и насколько же все-таки удобно мельчить на идеальной колодке, вы просто посмотрите. На самом деле это шедевральная колода. Кто заколол дрова, тот поймет. Просто это супер удобно. Поясница практически вообще у тебя не напрягается. То есть ты чуть-чуть нагибаешься вперед и вот так вот разбираешь пластиночка за пластиночкой. Очень легко.
Посмотрите, как ровно под 90 градусов входит колун в древесину, когда правильная высота колоды. Как это удобно. И здесь замахиваемся, раз, разбиваем на плашечки, разворачиваем удобно, чтобы вам все было видно. Пару ударов буквально, 2-3, и здесь мы уже сразу же мельчим, насколько это удобно. Четко в 90 градусов входит колун. Это говорит о том, что все правильно. Наиболее, так скажем, наиболее близкий угол для того, чтобы легко колоть дрова. Ну а здесь мы будем мельчить на очень низкой чурочке в районе 30 сантиметров. Насколько это неудобно, посмотрите, как работает моя поясница, как я здесь скрючился, нагибаюсь. Сейчас сбоку увидите. Вот смотрите, как работает поясница. И все это идет туда, 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 все в спину, вся нагрузка уходит. Еще и плечи и руки устают, как плети становятся. То есть это очень... Вот она, вот спина, смотрите. Раз, два. То же самое здесь. Я просто вот мельчу, она очень низкая, и работа вся идет у меня в поясницу. А здесь, наоборот, очень высокая. Посмотрите, какой у меня замах. Просто огромный. Приходится замахиваться из-за уха. Бить. Это очень неудобная работа. Но вот специально показал вам. Здесь я забрался специально чуть-чуть повыше, чтобы у меня была возможность сделать достаточный замах, амплитуду для удара. Здесь уже снова я мельчу на удобной колоде. Она примерно такой же высоты, как была та идеальная. Чуть-чуть она не дотягивает до супер идеальной. До 5-10 сантиметров еще и добавить, и она будет прям супер. Чуть-чуть выше колена. Вот. Удобно и мельчить, и разбивать на пласты. Ну что ж, делитесь своим опытом использования колод, как вы их подбираете, из какого они дерева, какие лайфхаки используете, кому нравится колоть в покрышке, кому без покрышки. А так, всем добра, занимайтесь спортом, высыпайтесь.